Всем привет! Сегодня снова рисую морской пейзаж. Начну я с того, что покрою лист водой и нарисую свет. Это будет первый слой, наша подложка. Обычно я рисую свои работы в один слой, но сегодня захотелось поэкспериментировать. Сначала я нарисую светлые участки, это солнце и отражение наша солнечная дорожка. Итак, я немного смочила лист. Беру широкую кисть флейц, кадмий желтый, добавлю немного каплю кадмия оранжевого, и нарисую светлый ореол вокруг солнца. Оставляя само солнце нетронутым. Это будет белый лист. И в дальнейшем наше солнце это белый лист, нетронутый. Далее я рисую солнечную дорожку. Вижу красные оттенки. Возьму кадмий оранжевый и карминовую. Вы можете взять любой другой, холодный розовый. Хочу немножко убрать краски под солнцем. Там самая светлая часть. Отжатой кистью я немного снимаю красочный слой, проверяя линию. Она должна быть четко под солнцем. Теперь беру фен и высушиваю лист. Итак, лист у меня высох. Второй этап – это нанесение маскировочной жидкости. Наносить я буду с помощью зубной щетки. Немного стряхну ее, чтобы большие капли не забрызгали наш лист. Самые крупные блики будут внизу. Мы должны учитывать законы перспективы. Дальше, ближе к линии горизонта, вот такими движениями на нашу маскировочную жидкость капли получаются более мелкие. Можно сюда положить бумагу, чтобы ограничить площадь наших бликов, наших вот этих капель. Но я сегодня поленилась это сделать. Я лишние капли вытру, когда моя маскировочная жидкость полностью высохнет. Можно с помощью ластика, либо пальцами. Но обязательно после того, как полностью высохнет маскировочная жидкость. Итак, моя маскировочная жидкость высохла, и я снимаю лишние брызги, которые на небо попали, по краям. Далее я положу лист в ванну. Если у вас нет маскировочной жидкости, ничего страшного, просто будете делать не прокрасы кистью. И будут оставаться такие светлые блики. И у вас также получатся отличные блики. Итак, еще раз напоминаю, моя маскировочная жидкость абсолютно высохла. И я помещаю лист в ванну.
минут на 10-15. Итак, я достала свой лист, кладу его на планшет. Беру хлопковое полотенце и вытираю мой лист. Вытирать надо хорошо. Я переворачиваю полотенце на сухую часть и снова продолжаю вытирать лист. Я выгоняю всю лишнюю воду движениями от центра к периферии, одновременно приклеивая лист к планшету. Теперь есть два варианта. Можно смочить небо и рисовать небо по-сырому а-ля Прима. Можно не смачивать и рисовать по-сухому. Но сегодня мне хочется смочить. Планшет у меня всегда с наклоном, с небольшим, градусов 30. Но сейчас мне это не нужно, иначе мои точки стекут вниз. Мне не нужно, чтобы небо растекалось. Я подложила коробочку. И мой планшет практически без наклона сейчас. Я смачиваю чистой водой флейцем из козы все небо. Подожду минутку, чтобы вода немного впиталась. Подготовлю кисть. У меня будет одна китайская каллиграфическая, а вторая белка с французским креплением. Начну я со светлых участков, светлые облака, вот здесь какие-то светлые моменты, проглядывает синий небосвод. Потом в самом конце я уже нарисую вот эти темные тучки. Еще немного надо подождать, чтобы лист не так сильно блестел. Сейчас я сниму лишнюю влагу вот здесь, так как она стекает немного вниз. Также я возьму ткань, либо салфетку, чтобы промакивать кисть, чтобы не было много влаги. Так, начну с этих облаков. Я возьму желтый. Это будет кадмий желтый. Это может быть сиена натуральная с розовым кварцем. Это белильная розовая краска. Рисую вот эти светлые облачка. Если нет розового кварца, можно использовать какую-то белильную краску, например, неаполитанскую желтую с каплей розовой. Это может быть карминовая или розовая опера. Я не люблю белильные краски. Белильные — это значит с добавлением белил, но для неба иногда их использую. Они иногда очень неплохо гармонично смотрятся, только в небе. Они создают плотность неба. Тут я немножко вышла за линию горизонта. Затек. Я не сильно привязана к референсу.
Я не стараюсь повторить каждое облако. Это очень сложно в данной технике, потому что работать надо быстро, так как у нас может все высохнуть, и мы не успеем закончить начатое. Потом я беру цирулем, ультрамарин, каплю голубого, убираю лишнюю влагу с кисти с помощью салфетки или ткани. Цирулем и ультрамарин можно вместо ультрамарина голубой. И в просветах, там, где у меня осталась белая бумага, я рисую голубой небосвод. Подмешаю к цирулиуму немного ультрамарина и розовый. Это может быть розовый кварц. И спускаюсь ближе к линии горизонта. Можно добавить немного карминовый. Кадмий оранжевый, чтобы убрать фиолетовый оттенок. Я немного меняю угол наклона планшета. Тем самым я направляю краску в ту либо другую сторону. Например, если стекает сюда, я немного поднимаю планшет. Немножко приглажу натуральной кистью, например, белкой, облака сухой. Так, продолжаю. Переходим к облакам.
немного уберу, чтобы не было резкого перехода. Так, облака у меня будут кобальт с кадмием оранжевым. Можно добавить каплю карминовой. Воды мало, пигмента на кисти много, то есть краска густая. Это средний тон. В облаках потом будет еще самый темный. Снова приглажу края облаков сухой натуральной кистью. Намешаю немного больше краски, кадмий оранжевый побольше. Снова добавляем ультрамарин, больше кобальта, кадмий оранжевый, одну каплю карминовой. Взяла много карминовой, получился слишком фиолетовый цвет. Карминовая краска очень насыщенная. Старайтесь брать ее аккуратнее.
Возьму кадмий желтый с кадмием оранжевым. Немного добавлю в облака. И снова продолжаю наносить темный тон, уплотнять облака теми же цветами. Кобальт, ультрамарин, кадмий оранжевый и маленькую каплю карминовый. Сухой кистью я приглаживаю края облаков. Немного выберу цвет у облаков в районе солнца. Теперь сделаем лучи. Для этого я возьму синтетическую кисть, намочу ее, высушу. Мочу, высушиваю снова. И отжатой кистью провожу лучи. Снова мочу, снова отжимаю и так далее. Где-то ребром кисти, где-то кладу кисть плашмя.
Так, тут неровный получился лучик. Рисую сверху облако. Добавлю немного воды и выберу лишний цвет. Еще немного поработаю с детализацией. Добавлю более мелких облачков. Там, где это необходимо. Где-то уплотню низ облака. Придам ему объем. Так, переходим к воде. Вода имеет более зеленоватый оттенок, серо-зеленый. Это значит, что я буду добавлять больше кадмия желтого. Возьму кисть, наверное, синтетическую, чтобы провести линию горизонта. В эту лужу добавлю еще ультрамарин, также оранжевый, и каплю желтого. Еще ультрамарин, оранжевый, желтый. На кисти мало воды. Каплю кармина. Все, я нарисовала горизонт синтетической кистью и снова беру свою китайскую каллиграфическую. Мешаю погуще кадмий оранжевый, ультрамарин, каплю карминового, либо любой холодный розовый и желтый. Получился такой сероватый оттенок. Серовато-зеленоватый. Смотрите, важный момент. Я возьму чистой водой, проведу вот здесь, не доходя до солнечной дорожки. И поехали. Вот видите, если бы у вас не было маскировочной жидкости, вы бы просто оставляли такие белые непрокрасы. Тоже вполне неплохо.
Так, ближе к краю листа я беру цвет плотнее, чтобы был темней. Можно добавить индантреновый синий. Отжатой синтетической кистью я подправляю дорожку. Корректирую ее. Выбираю лишний цвет. Каждый раз промокаю кисть. Как бы споласкивая кисть в воде и отжимая салфеткой, чтобы не получились грязные разводы на солнечной дорожке. Беру синтетическую кисть меньшего размера. Краску погуще. Буду использовать те же цвета. Кадмий желтый, кадмий оранжевый, ультрамарин, либо индантреновый, каплю карминовой. Надо, чтобы вода немного подсохла, буквально чуть-чуть подожду. Пока я уберу затеки и слегка приглажу линию горизонта отжатой синтетической кистью. Горизонт получился мягким и уходящим вдаль. Теперь рисую тень от волн тоненькой синтетической кистью. У меня кисть Deli Rauни, синтетика круглая. Ей очень удобно рисовать такие полоски. Полоски на воде. Пока влажно, я нарисую отражение от паруса.
Далее я беру плоскую синтетическую кисть и отжатой кистью я протираю цвет, делаю такие белые полосы, белые блики. Я рисую светлую часть над волной, такие белые полосы, отжатой кистью. Ласкаю кисть в чистой воде, отжимаю и снова провожу полосу. Немного подровняю линию горизонта отжатой плоской кистью. Теперь подожду, пока высохнет, и приступлю к паруснику. Все-таки еще немного повытираю краску плоской синтетической кистью. Пока еще водная гладь не совсем высохла. Я делаю светлые полосы на воде. Все, можно высушить феном. Я высушила феном и сейчас приступаю к судну, паруснику. Можно использовать тоненькую кисть из синтетики, можно колонок или белку. Я буду использовать все те же цвета, которые использовала ранее. Карминовый, ультрамарин, оранжевый. Кобальт. Лист у меня высох. Лицевая часть сухая, поэтому парусник не расплывается. Внутри листа еще есть влага. Подсушила немного не до конца. Вот расплывается край парусника. Надо еще немножко подсушить. Так, я подсушила снова и продолжаю рисовать. Возьму индантреновый синий, смешаю его с оранжевым. И уже синтетической кистью я рисую парусник, корпус, без детальной прорисовки. Беру длинную кисть лайнер синтетическую. И рисую более тонкие полосы и детали.
Добавлю полосок в отражении более четко. Потом возьму другую кисть. Возьму этот темный тон, ультрамарин-оранжевый, индантреново-оранжевый. Кисть сухая, практически. И буду рисовать рябь на воде, такой полусухой кистью, оставляя непрокрасы. Вот этой стороной кисти, не кончиком, а вот самой кистью, кладя ее на лист целиком. Теперь подожду, пока высохнет, и сниму маскировочную жидкость. Можно добавить птиц, там, где у меня получились капельки и брызги. Вот на месте этих брызг могут появиться птицы. Птиц я рисую тоже длинным лайнером. В этом месте я немного убрала краску салфеткой, чтобы парус не был таким однородным и четким. Добавлю детали на парус, какой-то рисунок, цифры, что-то там есть. В следующий раз для лучшей передачи теплого цвета я первый слой сделаю более теплым, то есть подложка будет более теплой. Добавлю туда больше золотистого, более оранжевую, более интенсивную сделаю. Сейчас желтый цвет у меня немного провалился после высыхания и стал практически белым, то есть не читается. Сейчас я убираю маскировочную жидкость. Обратите внимание, что моя работа полностью высушена. Маскировочную жидкость я снимаю с помощью ластика, либо пальцем. Главное, чтобы палец был абсолютно чистым. Вот там в холодных тонах у меня сегодня получилось. Если вам понравилось, ставьте лайки. Рисуйте вместе со мной. Можете выкладывать публикации в Инстаграм. Отмечайте меня. С удовольствием посмотрю и прокомментирую. Также у меня есть много подобных уроков на Патреоне. Можете смотреть, подписываться. Ссылка в описании. Всем спасибо. Всем пока.